Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Чинар узнал, что его родителями были Дилан Баран. Когда Тарик уходит, Чинар зовет его вслед отец. Дилан и Берен грустят, и их глаза наполняются слезами. «Чинар, мой отец лжет, не так ли?» – спрашивает он. Дилан говорит, что его отец не лжет, и говорит, что они его настоящая семья. «Чинар, нет, никто из вас мне не нравится», — говорит он и уходит. Берен и Дилан обнимают друг друга. Им обоим очень грустно. Мехмед говорит, что он очень счастлив благодаря Берфину. Мать Мехмета зовет его на завтрак, и они идут вместе. Дилан переживает, что ее дети их не примут. Берен говорит, что примет. Дилан винит себя, но Берен защищает и поддерживает его. Вместе они обещают никогда не отказываться от своих детей, и Берен говорит, что все будет хорошо. Пока Мехмед и Берфин пытаются купить оливку, мать Мехмета рассказывает им многозначительные вещи о любви. Мать и отец Барана советуют ему набраться терпения. Дилан встретился с психологом, рассказал о том, что происходит, и спросил, что делать. В ответ он узнал, что им нужно набраться терпения и сохранять спокойствие. Когда Тарик говорит Чинару, что он сказал правду и что они пойдут, если понадобится, госпожа Джейда и Хаджер спорят, потому что они не хотят идти. Когда Чинар Баран и Дилан приходят к ним, они спрашивают Дилана, не нравлюсь ли я им, потому что я не их ребенок. Когда Дилан говорит: «Ты очень милый ребенок, мы тебя очень любим», Чинар говорит: «Уйдя из моей комнаты, мой отец не любит меня из-за тебя, уходи, я тебя больше не хочу». И выгоняет их из своей комнаты и закрывает дверь. Дилан и Баран очень грустно покидают комнату Чинара. Акиф же продолжает мечтать о том моменте, когда он понравился Берфину. Затем он хватает телефон и немедленно отправляет сообщение Берфину. И они обмениваются между собой приятными посланиями. Акиф говорит, что очень по нему скучает, и предлагает пообщаться в видеочате, и как раз в тот момент, когда Берфин собирается сказать, что мой брат сказал Чинару правду, он понимает, что Тарик вышел из комнаты и внезапно вешает трубку Акифу. Когда Тарик спрашивает Берфина, разговаривал ли он с кем-то, Берфин отвечает: «Нет, я смотрел сериал». Затем Берфин спрашивает свою мать, Гэжу Хасар, можем ли мы поговорить в доме невесты, если вы все еще расстроены. Госпожа Хасар говорит, что вам следовало подумать об этом, пока вы давали матери отдохнуть. Пока Дилан готовит что-нибудь поесть для Чинара, к ней приходит Берфин и подбадривает ее. Он говорит, что все будет хорошо, самый добрый ребенок на свете очень скоро привыкнет, для него это очень тяжелая ситуация, вы ему очень нужны. Дилан спрашивает: «Спасибо за поддержку, можешь отнести ему этот поднос?» Берфин берет поднос и относит его Чинару. Пока Баран думает о первой реакции Чинара и расстраивается, к нему приходит Дилан и говорит, что он послал что-нибудь поесть с Берфином, чтобы он не ел из моей руки. Когда Берен говорит, что, по крайней мере, дом нашего ребенка находится рядом с нами, Дилан видит в нас чужих себе людей и говорит о том, как мы это сделаем, как мы примем себя. Баран говорит, что мы преодолеем свою любовь, Миран рано или поздно поймет и примет нас. Берен и Дилан мечтают о том времени, когда Миран назовет их матерью и отцом, и даже заключают об этом пари. Когда Берен спрашивает Дилана, спит ли он, Дилан отвечает, что не знает. Затем Берен говорит: «Пойдем посмотрим», и они выходят из комнаты и идут к Мирану. После того, как Акиф Берфин внезапно вешает трубку, ему становится любопытно, и он приходит к нему. Берфин объясняет, что Чинар была очень расстроена, ничего не ела, обвиняюще смотрела на нее, и что она разочаровала Дилана и не смогла заставить его что-нибудь съесть. Акиф оказывает ей моральную поддержку и говорит, что чего бы она ни хотела, достаточно того, кто будет любить ее и никогда ее не оставит. Когда Берфин Акиф благодарит его после этой речи и говорит: «Я рад, что ты есть», Акиф говорит: «Я тоже рад, что ты есть». Размышляя о том, что сказал Тарик Чинар, приходит Джейда и извиняется перед ним. «Ты злишься, потому что я не хотел ехать в Мардин. Если ты скажешь «приходи», я, конечно, приду, но я просто хочу».
Вам стоит хорошенько подумать, потому что это решение изменит нашу жизнь. Когда Тарик говорит, что ни о чем думать, Джейда говорит, что мы поедем в Мардин, Джейда говорит: ладно, тогда мы поедем, пока мне не надоест, и у нее очень недовольное выражение лица, когда она массирует тебе плечи, чтобы ты был нервничаю, поэтому могу сделать тебе массаж. Когда Берон и Дилан приходят к Миран и понимают, что она плачет, они паникуют и спрашивают, что случилось, не плачь, и говорят: уходи, я не хочу, чтобы ты отсюда уходил. Когда Баран говорит «мой сын», он говорит: не говори «мой сын», говорит Бан. Назло Баран крепко обнимает его и говорит: ты мой сын, я твой, мы тебя очень любим, все пройдет, даже если ты нас не любишь, мы никогда от тебя не откажемся. Хоть Чинар и говорит, что я не хочу тебя, ты плохой, Баран говорит: ладно, сынок, ты наш драгоценный, мы снова пойдем вместе кататься на лошадях, мы научим тебя новым играм, мы преодолеем все вместе, сын мой, мы с тобой, твоя мать, ласкающая твою связь и говорящая: у нас получится стать семьей со слезами на глазах, я обещаю тебе, сынок. Миран Баран засыпает у него на плече во время разговора. Берон не отпускал ее до утра, и Дилан последовал за ними. Дилан, я всю жизнь мечтала об этом моменте, мне всегда хотелось подержать сына на руках, но жизнь не позволяла этого. За 5 лет он намного вырос с мечтой о воссоединении с моим сыном. Когда он говорит «Баран, я больше не хочу спать со сном сына», Баран говорит, что все будет хорошо. В это время Тарик приходит в комнату Мирана, Миран просыпается и обнимает Тарика за ноги, называя его своим отцом. Когда Тарик говорит: ты не ел, твоя тетя Берфин сказала мне, что тебе нужно позавтракать, Чинар говорит: я хочу позавтракать с тобой, папочка. Дилан и Берон выходят из комнаты, и когда Берон говорит: мой сын страдает внутри, и я ничего не могу сделать, Дилан хватает его за руку и ведет вниз, говоря: я обещаю, что все будет хорошо. Когда Тарик уходит, говоря Чинару: пожалуйста, не усложняй задачу, я больше не твой отец, Баран, Чинар не может сдержать слез. Госпожа Айхан и господин Кудрет встречаются на прогулке и обсуждают ситуацию Мирана, и госпожа Айхан снова приносит выпечку Гану Кудрету. Пока мы болтали, господин Кудрет сказал: я буду честен, утренние прогулки очень хороши, особенно людям скучно наедине с вами, а госпожа Айхан сказала: не волнуйтесь, ведь это будет скоро, и они сменили разговор и продолжили идти. Когда Дилан спрашивает, сможем ли мы добиться успеха, наш сын, Берон отвечает: конечно, как только наш сын поймет, как сильно мы его любим, он примет и нас. Дилан говорит, что мне больно, что я ничего не могу сделать, пока ее маленькое сердце так страдает. Берон рассказывает небольшое воспоминание о своей матери, Дилан говорит, что твое существование – мое величайшее сокровище. Когда Берон затем спрашивает меня, могу ли я рассказать вам историю, как моя мать, Дилан говорит: расскажите ее как можно лучше. Берон сочиняет сказку о Миране и Дилане. Пока Тарик пытается заставить Чинара прокормить себя, Чинар спрашивает его: ты не оставишь меня, правда, папа? Когда Тарик Чинар говорит: я очень тебя люблю, твой отец будет для тебя лучшим отцом, чем я, говорит Чинар: нет, ты мой отец. Когда Тарик злится и повышает голос, говоря: хватит, перестань называть меня отцом, он твой отец, Баран, ты понимаешь, Баран, Чинар уходит от него. Тем временем Берфин подслушивает это. Когда Берфин приходит к Тарику и злится, спрашивая его, почему он причинил боль ребенку, Тарик говорит: знаю ли я другой способ, кроме причинения ему вреда. Когда Берфин говорит: вы правы, моя мать не учила нас ничему, кроме этого, госпожа Хаджер говорит, что если бы я научила вас этим вещам, я научила их для того, чтобы вы не подвергались угнетению. Что случилось с Берфином? Благодаря тебе мы выросли несчастными и лишенными любви. Когда Чинар кричит, в чем его вина, он даже не был нашим ребенком, госпожа Хаджер пытается заставить его замолчать. Хватит, я так злюсь на себя за то, что молчал, когда он запирал этого ребенка. Я молчал на складах и в ящиках. Когда я говорю себе, Тарик спрашивает, это правда? Ты мучил ребенка. Госпожа Хаджер защищает себя, говоря, я подготовила ее к этой жизни, а не к пыткам. Тарик злится и говорит, как я этого не заметил. Вы относились к нам так же. Посмотрите на нашу ситуацию.
Затем он поворачивается к Джейде и спрашивает, знали ли вы об этом, и Тарик уходит, говоря, конечно, было, в огромный особняк маленького ребенка не поместить. Дилан говорит, буквально вчера мой сын катался на велосипеде, и внезапно его мир рухнул. Бэрон, но я не могла это остановить, он ударил меня и плакал, когда я держала его прошлой ночью, это разрушило мой мир, я хотела провалиться сквозь землю, он заснул у меня на руках, плача, но я не оставлю его, мы не проживем еще 5 лет без сына, говорит Дилан, ни у кого из нас больше нет на это сил. Миран достает сумку из шкафа и кладет в нее кардиган Дилана, снежный шар и фотографию Тарика. Миран выходит из своей комнаты, и пока Берфин плачет в саду особняка, приходит Акиф и спрашивает, что случилось. Берфин спорил с нашими, дело не в Чинаре и не в нелюбви, все кричат и кричат, не слушая каждого. Другой, когда Акиф говорит, я не хочу утомлять тебя своими проблемами, и дает ей принесенный шоколад, Берфин счастлив. Потом, когда она поняла, что Акиф собирается ей что-то сказать, и спросила, Акиф предложил нам пойти поужинать вечером вдвоем, и Берфин согласился. В этот момент у Берфина упал телефон, и они попытались одновременно его поднять. Время, и они подошли ближе. Тем временем Джейда, которая их видит, не может разблокировать телефон, пытаясь сфотографировать их, и упускает этот момент. В любом случае, я взорву эту бомбу, а пока наслаждайтесь вашими отношениями. Дилан и Бэрон приходят в комнату Мирана и замечают, что его там нет, и паникуют, когда понимают, что некоторые из его вещей пропали. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.